На чьей стороне окажется Трамп, у Эрдогана или Нетаньяху? Региональная напряженность на Ближнем Востоке продолжает расти, и в центре новой фазы противостояния оказалась Сирия. По информации ряда источников, турецкие военные недавно посетили несколько стратегически важных объектов на сирийской территории: авиабазу Т-4, аэродром в Пальмире, а также международный аэропорт в Хаме. Эти визиты, как предполагается, связаны с подготовкой к возможному размещению турецких подразделений в рамках разворачивающегося соглашения о совместной обороне. Однако сразу после этих визитов по названным объектам были нанесены мощные авиаудары, в которых, по данным источников, обвиняют Израиль. Удары привели к серьезным разрушениям инфраструктуры. Ангары, взлетно-посадочные полосы и склады были выведены из строя. Военные аналитики полагают, что степень разрушений настолько велика, что восстановление может занять не один год. Источники, в том числе агентство Reuters, указывают, что цель ударов – остановить турецкое военное присутствие в регионе, которое Тель-Авив воспринимает как потенциальную угрозу. Официальная Анкара, в свою очередь, настаивает, что расширение военного присутствия в Сирии не направлено против Израиля. Турция утверждает, что ее действия нацелены исключительно на недопущение усиления террористических структур, в частности ИГИЛ. Однако в Израиле убеждены в обратном. Согласно оценкам израильской разведки, формирующееся правительство в Дамаске представляет собой не что иное, как перезапуск террористических сил под новым флагом. И с этой точки зрения турецкое участие в процессе только расширяет операционное пространство джихадистов. Особую обеспокоенность вызывает структура связей Анкары с рядом исламистских формирований. В Израиле полагают, что Турция может использовать свои прежние связи с фронтом освобождения Леванта для формирования подконтрольных группировок, которые, в свою очередь, могут повлиять на ситуацию в Палестине и усилить напряженность в Газе. Считается, что особенно уязвимыми в этом контексте становятся южные районы Сирии, где возможно появление новых экстремистских ячеек. После падения власти Асада израильская армия заняла стратегически важные позиции на юго-западе Сирии. Были установлены каналы взаимодействия с местным населением, в частности с друзскими общинами. Израильские войска нанесли точечные удары по складам вооружения сирийской армии и продвинулись за пределы прежней буферной зоны, вплотную приблизившись к Дамаску, всего в 20 километрах от столицы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прямо заявил, что присутствие израильских сил на юге Сирии будет постоянным. Более того, министр обороны Израиля Исраэль Кац добавил, что Тель-Авив не допустит создания турецкого протектората в этом регионе. При этом, как отметил он, Израиль не стремится к прямому конфликту, но и не будет терпеть присутствие турецких войск вблизи своих границ. Аналитики издания «Аль-Джазира» отмечают, что до конца не ясно, действует ли Израиль в координации с США или предпринимает самостоятельные шаги. Эта неопределенность заставила главу МИД Турции Хакана Фидана выступить с заявлением о том, что Анкара не заинтересована в конфронтации с Израилем на сирийской территории. Но несмотря на официальные заявления, развитие событий указывает на высокую вероятность эскалации, которая может перерасти в прямое военное столкновение между двумя крупными армиями региона. Представитель правящей в Турции партии «Справедливость и развитие» даже предупредил, что в случае открытого конфликта обе стороны, и не только они, заплатят высокую цену. Иными словами, регион может оказаться втянутым в масштабную войну, последствия которой выйдут далеко за пределы Сирии. Однако напряженность между Турцией и Израилем уходит корнями глубже, чем только в сирийский вопрос. В аналитическом обзоре, подготовленном бывшим высокопоставленным сотрудником Моссада Адедом Айламом и опубликованном одним из ведущих израильских центров внешнеполитических исследований JCFA, подчеркивается, что Турция реализует долгосрочную стратегию по расширению своего влияния в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке в целом. Эксперт также указывает на сближение между Турцией и Египтом, которое может изменить дипломатическое и оперативное положение Израиля в регионе. По мнению Айлама,
Израиль не должен недооценивать вероятность того, что Египет может занять более нейтральную или даже оппозиционную позицию. В этом контексте Израилю необходимо разработать многомерную стратегию, включающую меры по противодействию формированию неосманского коридора, регионального пояса влияния, ориентированного на Турцию, который может соприкасаться с границами Израиля. Особую тревогу вызывает возможное сближение Анкары с Москвой и Пекином. В этом случае баланс сил в регионе может радикально измениться. В израильской разведке подобный сценарий не считают теоретическим. События в Сирии уже серьезно переформатировали региональную карту. Такие страны, как Египет, Ливан, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ, в разной степени выразили поддержку Дамаску. Дополнительным фактором сплочения этого нового альянса стало давление со стороны США и Израиля на арабские государства с целью принятия палестинских беженцев из Газы, что вызвало раздражение и укрепило их позицию по сирийскому вопросу. Турция, ранее активно поддерживавшая сирийскую оппозицию, теперь оказалась в положении, при котором она одновременно усиливает свое влияние и становится уязвимой для внутренних и внешних вызовов. Сепаратистские движения, внутренние этнические напряженности и внешние угрозы формируют для Анкары новое поле риска. Тем временем Израиль активизировал свою деятельность внутри Сирии, используя традиционные подходы по дестабилизации через работу с меньшинствами и создание очагов внутреннего напряжения. Все это складывается в новую большую игру – геополитическую конфигурацию, в которой центральным фигурантом может оказаться и президент США Дональд Трамп. Именно с этим, по всей видимости, связан срочный визит израильского премьер-министра в Вашингтон. По информации портала Axios, визит Биньямина Нетаньяху к Дональду Трампу был перенесен на более ранний срок. Изначально он был запланирован на середину апреля, но на фоне обострения ситуации принято решение провести его как можно скорее. Возможно, именно на этой встрече Трамп будет вынужден сделать выбор – встать на сторону союзника по НАТО или поддержать давнего партнера на Ближнем Востоке. Постскриптум. Пока мы монтировали это видео, стало известно, что турецкая армия буквально только что перебросила в северный Алеппо, на север Сирии, огромный военный конвой и значительные силы. Тем временем израильский чиновник сделал важное заявление. «Наши атаки в Сирии – это послание Турции, не создавать там военные базы и не вмешиваться в нашу деятельность», цитирует его The Jerusalem Post. Похоже, ситуация в регионе стремительно обостряется. Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных новостей мира и нашего региона.